Всем привет! Давно у нас не было ролика «Сборник артефактов». Сегодня поговорим о граните, о загадочных структурах, которые можно назвать годовые кольца гранита, о крепости-звезде в Тульской области и о других интересных наблюдениях. В этом видео будет важное объявление, обязательно посмотрите до конца. Официальная геология не знает, как точно образуется гранит, хотя наверняка есть какие-то версии. В этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все окончено. Если обратить внимание на обработанный гранит, то можно увидеть вот такие кольцевые структуры. Чем-то напоминает годовые кольца. Что же это такое? Хочу добавить, что об этом мне рассказал Михаил Гейко, YouTube-канал «Протоцивилизация», так что автор он. По моей версии, эти кольца получаются следующим образом. Образуется центр кристаллизации, и вокруг него начинают расти кристаллы. По непонятным причинам нарастающие кристаллы через какое-то время меняют цвет, из-за чего на спиле мы видим увеличивающиеся кольцевые структуры. Сама структура имеет шарообразную форму, ее называют сферолит. Аналогично себя ведут и другие минералы и породы, такие как малахит. Все они представляют собой конгломерацию сферолитов. Посмотрим фото. Сидерит, лепидолит, хризокола, гематит и другие. Траванты тоже растут аналогично. Они представляют собой совокупность соединенных между собой сферолитов. В каком состоянии происходит кристаллизация гранита, я имею в виду температура, давление, гранит при этом жидкий или твердый, узнаем дальше. Температура плавления гранитов 1215-1260 градусов по Цельсию. При присутствии воды и давлении температура плавления гранитов значительно снижается до 650 градусов по Цельсию. Если нагреть гранит при атмосферном давлении, он переплавляется в гнейс. Официально образование гранита – длительный процесс, происходит на глубине Земли в присутствии воды. Еще одну загадку гранита и не только можно разгадать с помощью аналогии. Из этой аналогии мы поймем температурный режим образования гранитов. Гранит – это что-то вроде винегрета из разных минералов. Все они имеют свою температуру плавления. Некоторые из них при сильном нагреве еще до плавления разлагаются. Например, слюда. В ее состав может входить, например, мусковит. При сильном нагреве будет отщеплять воду. То есть для образования гранита не нужны высокие температуры. Вот, собственно, аналогия. Вы когда-нибудь задумывались, за счет чего цемент прилипает к ровной поверхности, к пластмассе, к металлам? Оказывается, в цементе при застывании прорастают кристаллы, и именно эти кристаллы цепляются за другие поверхности. Для прорастания кристаллов в цементе не нужны высокие температуры. Вторая загадка гранита – радиоактивное гало. В гранитах и других породах присутствуют частички изотопов полония, и они неустойчивы. Частички полония излучают радиацию и оставляют в граните кольца разного диаметра. Наименьший диаметр оставляет самый маложивущий изотоп полония 214. Период его полураспада, то есть времени, за которое этот элемент уменьшится вдвое, составляет 164 микросекунды. Кольцо большего диаметра оставляет полоний 218. Период его полураспада составляет 3 минуты. Еще больший диаметр оставляет полоний 210. Период его полураспада составляет 138 дней. Эти радиоактивные частицы полония не могли оставить свои следы кольца в медленно остывающей расплавленной среде, как учит эволюция. Пока будущие минералы остывают в течение миллионов лет, все эти кольца распадутся. Радиоактивные кольца не могут остаться в породе, температура которой свыше 300 градусов Цельсия. Это открытие сделал Роберт Джентри, эволюционист-физик, и многие религиозные организации ухватились за это исследование как доказательство творения Земли Богом. Сам автор пишет: «Предположим, я беру стакан воды и бросаю в него таблетку аспирина. Появляются пузырьки воздуха, которые спустя несколько секунд исчезают. Либо мне надо мгновенно заморозить эту воду, и тогда пузырьки окажутся в ледовом плену, либо они навсегда исчезнут. Именно это я и наблюдал в микроскоп. Радиоактивное излучение, точь-в-точь как эти пузырьки, стало пленником скальных пород внезапно.
Если бы породы остывали и затвердевали в течение сотен тысяч лет, как это утверждают эволюционисты, то эти радиокольца попросту не смогли бы образоваться. Излучение, носящее столь быстротечный характер, должно было быть поймано в ловушку буквально в считанные минуты. Но каким образом? Радиоактивные кольца могли отпечататься в граните только мгновенно, и для их сохранения необходимо мгновенное затвердевание. Это означает, что кольцевые свечения изотопов свидетельствуют о мгновенном образовании всей толщи самого гранита, а также о том, что Земля никогда не была расплавленной массой. Ученый назвал эти кольца отпечатками пальцев Создателя. Давайте я попробую объяснить эти кольца и образование гранита без религии немного по-другому. Версия первая. Если в жидком граните кольца гала не могли образоваться, значит составляющие гранита были в твердом состоянии. Была твердая смесь из пород наподобие песка, составляющих гранит. Полевой шпат, кварц, слюда. Под воздействием давления и других факторов, какие именно нужно проводить эксперименты, в будущем граните стали прорастать кристаллы кварца. Прорастающие кристаллы соединили в единый монолит оставшиеся минералы. Также сами ученые допускают, что кристаллизация происходила за счет насыщенной минералами воды. Ближайшие аналоги – песчаник, когда частицы песка под давлением превращаются в камень. Второй пример – гиперпрессованный кирпич, когда практически из мусора делают довольно прочные кирпичи. Так вот, что если в качестве сырья использовать сухую смесь полевого шпата, кварца и слюды, а давление держать несколько лет, а может сотен? Что интересно получится? Вторая версия более сложная и заключается в том, что гранит до отвердевания представлял собой постепенно твердеющую пастообразную массу, в которой прорастали кристаллы кварца. Как образовалась эта паста – отдельный вопрос. Как версия, из глубины Земли прорываются газы. Эти газы взаимодействуют с породой и водой. В результате образуется слабая щелочь или кислота. Так как действие происходит при большом давлении, даже слабые кислоты и щелочи частично растворяют породу. Получается следующая картина. Основная порода, то есть камни, погружены в насыщенный кислый или щелочной раствор. А раствор этот, как мы помним, содержит растворенные минералы. Так вот, постепенно эти минералы начинают прорастать в виде кристаллов, и с помощью кристаллов связывают все разрозненные породы в единый монолит. Интересно, что в гранитах как раз находят воду. Появление частичек полония в граните ученые как раз связывают с водой, то есть непосредственный перенос радиоактивных частичек в массив будущего гранита осуществлялся с помощью воды. Тут меня, наверное, некоторые хотят подловить. Так будущий гранит был жидкостью или густой пастой? Я предположу, что на начальном этапе это были камни, между которыми была жидкость, а потом эта жидкость постепенно с ростом кристаллов твердела. Рекомендую посмотреть это видео на эту тему. Не забывайте, что я жертва ЕГЭ, и не судите строго мои наивные рассуждения. Ваши правильные рассуждения, как обычно, пишите в комментариях. Вторая интересная новость. В Тульской области нашлась крепость Звезда и вал, идущий от крепости Звезды. В настоящее время хорошо видна только одна звезда и остатки вала. Вал немного продолжается на юго-восток, но дальше распахан. На северо-запад вал продолжается довольно долго. Вал сохранился благодаря тому, что была высажена лесополоса. Крепостей звезд больше не видно. Интересно следующее. Если пойти дальше в южном направлении, то попадешь на место слияния Сухого Осетра с рекой Осетр, и там тоже есть фрагмент вала. Угадайте с 3 раз официальное предназначение этого вала и крепости Звезды. Естественно, это укрепление от татар-монголов. Крепость Звезда именуется так. Крепость Агробароновы ворота, укрепление засечной черты, 1638 год. Немного официальщины, как говорится, прочувствуйте. У историков любое непонятное старинное здание, храм, любая дырка в стене – это бойница, любая насыпь – это вал от татар-монголов. Скоро насыпь от узкой колейки назовут валом от татар-монголов. Названа по названию близлежащего населенного пункта Грабарова, Гроворонова. Охрану русских границ фортификационное сооружение выполняло почти 200 лет, в XVI-XVII веках. В 1638 году проходила большая реконструкция всей засечной черты.
Крепость была обновлена, возможно, были проложены новые ходы. Тогда же вал получил более сложное устройство. С юго-восточной стороны, так называемой польской, в основание рва был вкопан плетень. Мой комментарий, каким образом плетень мог помочь в обороне и как этот плетень обнаружили спустя более 400 лет. В центре вала строители клали хворост и древесные остатки, засыпали эту конструкцию дерном. Мой комментарий, зачем они это делали? Каким образом хворост и древесные остатки могут укрепить конструкцию вала? Древесина, если это не дубовое бревно, очень быстро сгнивает, и прочности это точно не добавляет. Вал в ходе реконструкции был расширен. С русской стороны, западной, была организована площадка для стрелков, выложенная дерном. Мой комментарий. Мы, конечно, знаем любовь историков к лаптям и дереву, но тут они переплюнули сами себя и рассказали про строительство с помощью земли. Дерево и камень – это непостижимые технологии для славян, по их мнению. Южнее Грабороновых ворот располагался большой земляной городок для приема войск в случае опасности. В настоящее время большая часть укреплений, образовывавших с воротами единую систему, утрачена, и городок и значительная часть валов были распаханы в 60-е годы прошлого века. Последнее исследование крепостницы состоялось в 2010-2019 годах. Сотрудники Тульской археологической экспедиции составили план памятника, увидели сложное строение вала с привалком, элементы организации пространства для ведения мушкетного боя и, возможно, для размещения артиллерии. То есть это не от татаро-монголов, а от поляков строили? Историки сами понимают, что они пишут? Какой протяженности должен быть вал, чтобы он мог защищать? Посмотрите на бескрайние просторы окрестных мест. Какова трудоемкость копания вала? Где взять столько людей, чтобы его копать? Где вообще исторические примеры, что вал действительно не дал пройти войскам неприятеля или хотя бы задержал войска? Исторические примеры говорят об обратном. Протяженные защитные полосы обходят. Вообще у официалов татаро-монголы шли зимой по замерзшим руслам рек, как по хорошему шоссе. Они даже фильм об этом сняли. Зачем тогда копать защитные валы, если татаро-монголы ходят по льду рек? Правда, ни одна армия этот гениальный метод похода по льду рек больше не использовала. Наверное, такой себе метод. Вообще, кстати, вы не обращали внимания на необычайный талант историков? На картах мы видим Скифию, археология говорит о вятичах, о чуде, о скифском золоте, но у историков на первом плане кочевники татаро-монголы. Как я говорил ранее, крепости Звезды связаны с потопом. Их строили как сухое основание для строительства важных объектов. В некоторых местах в крепостях о Звездах производится добыча газа, а сами валы похожи на эрзац-трубопроводы. В других местах валы могли быть защитой от наводнений и подтопления. Такая моя версия. Всего я знаю про 3 такие системы – крепости Звезды и валы, Змеев вал, Заволжская стена и теперь еще Веневский вал. Вообще их существование не вписывается в официальную историю, так как для их постройки с помощью ручного труда деревянных лопат численность Руси должна была быть в несколько раз больше, чем официально. Поэтому валы есть, но историки ими не сильно интересуются. В общем, это одна из немногих сохранившихся крепостей звезд ЦФО и ближайшая к Москве. Следующая звезда в Брянской области. Как растает снег, можно будет туда съездить. Подписывайтесь на Telegram, чтобы быть в курсе. Некоторые из подписчиков интересуются, какое у меня образование. Другие хотят отправить меня на завод, но я придумал кое-что покруче. Я хочу создать промышленно-инновационный инкубатор. Иногда подобные структуры называют технопарк. Часто можно услышать нытье, что в России ничего не делают. Хочешь, чтобы все делали, нужно помочь начинающим предпринимателям. Существующие бизнес-инкубаторы и технопарки особо не помогают. Они просто сдают площади в аренду практически по рыночной цене. Плюс помогают общей бухгалтерии, также предлагают налоговые льготы, и на этом помощь заканчивается. В чем суть моего проекта? Купить старый цех, довести его до ума, вставить окна, двери, провести по новой электричество, предоставлять площади в аренду, в том числе с оборудованием, начинающим промышленным и инновационным предпринимателям безоплатно, с оплатой только электричества. В этом инкубаторе будет участок с оборудованием общего доступа, токарно-фрезеровочное, сварочное и прочее оборудование, так, чтобы каждый мог прийти и изготовить нужную деталь.
Также предполагается общая бухгалтерия, чтобы предприниматели не тратили на это время. В перспективе сделать зал презентаций, коворкинг, кафе-столовую, какое-то жилье и тому подобное. По идее, если собрать вместе предпринимателей, будет общий синергетический эффект. Предприниматели могут заниматься в технопарке любым промышленным производством, от мебели до электроники. Расскажу о практических шагах в этом направлении. Я уже купил на торгах промышленное оборудование. Да, оно бывшее в употреблении, зато недорогое. Список оборудования на экране. Надо будет его полностью выкупить и доставить. Также я подал заявку на покупку с торгов здания 260 квадратных метров за 400 тысяч рублей. Сам один я такой объем затрат не потяну. Кто может помочь финансово, номер карты на экране и в описании под видео. Кстати, можно будет объявить сбор денег на планете. Антропогенез как-то сумел собрать 2 миллиона на свои безумные фантазии. А чем мы хуже? Кстати, за 2–2,5 миллиона можно купить старый цех площадью 1000–1500 квадратных метров. Да, старый, да, надо вкладываться. Если денег больше, то можно купить практически готовое здание. Я могу сделать пилотный проект в Тульской области. Потом можно открываться в любом регионе. В общем, жду обратной связи. Вопрос первый – нужен ли нам технопарк? Второй – где открываем? Третий – готовы ли предприниматели переехать? Контакты прежние, вы их видите на экране, а также в описании под видео. А на этом все. Благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока.